Понятно. Да. И я хочу сделать вступление о том, когда рождается ребенок. Когда рождается ребенок, он живет с 0 до 7 лет в ауре матери. То есть, если мама хочет, чтобы ребенок был счастливым и здоровым, надо самой маме быть счастливой и здоровой. С 7 лет до 14 лет ребенок живет в ауре отца и матери. И неважно, вместе они или в разводе. Энергия обоих родителей влияет на ребенка. В 14 лет включается вектор эго. То есть это вот когда переходный такой период у детей включается, да, гормональные там эти всплески, все это переходный возраст. И в 14 лет у человека включается «я хочу». Вот, поэтому куда направлено число сознания? Это то есть какого числа человек рожден. Дальше в 22 года у человека полностью созревает позвоночник. И потихоньку начинает включаться миссия. Миссия – это то, как человек действует. И полностью миссия включается в 33 года. И происходит вот этот вот самый переломный момент у человека. Человек или взлетает, или падает вниз. С чем это связано? То есть до 33 лет человек живет «я хочу». Это сознание. Но как только в силу вступает миссия, это 33 года, он говорит, будет так, как я скажу. То есть это происходит уже действие. Действия, они идут 30% от сознания. То есть до 33 лет я хочу, ну как бы он сознанием понимает, что ему нужно делать, да? А после 33 лет уже он говорит, я действую. Вот, и поэтому он говорит, сделаю так, как я хочу. И цифры, которые заложены в дате рождения, миссии, в сознании и в миссии, говорит, ну, сейчас мы говорим о миссии, говорит, будем или управлять вот так, или здесь надо понять каждому человеку, что такое миссия. Вот миссия – это действие. Так, у нас, давайте так сделаем. У нас есть миссия 1. Давайте начнем с нее. Лариса. Миссия 1 – это или царь, царевна. Та самая королева. Да, да, или покровитель. Я так и придумала себе логин. Иллюзионист, понимаешь? Это группа цари, они хотят управлять. Миссия власти. И в то же время одиночество. Почему? Плюсы. Сильные стороны числа одного – это покровительство, идеализм, эгоизм, консерватизм, деспотизм. Миссия 1 в действиях ведет себя как сознание 1 и получает власть, то есть она любит власть. И человек сознание 1 царь, а с миссией 1 ведет себя как царь и не позволяет, чтобы не было последнего слова за ним. Что я сказал, так и будет. И неважно, кто с ним рядом. Ага. Да, Лариса? Ну вот. У меня руководитель с сознанием 1. Конечно, конечно. Если он находится в плюсе, то у него действие через покровительство и защиту. Для своих он готов сделать все. Оказание помощи людям, которые слабее их. Понимаешь? Которые слабее. Не на уровне и выше, а слабее. Минус. Когда он уходит в минус, это начинается деспотичное действие,
давит на людей так, как он хочет, и не считается с людьми, кто с ним рядом. Пофигу. И этим поведением он рвет отношения с людьми. То есть люди от него просто уходят. Они не выдерживают вот этого натиска, и они просто уходят. Ты скажешь, нахрена ты нам нужна? Мы лучше вообще пойдем и будем себя комфортно чувствовать, чем на нас будет кто-то давить. У человека с миссией 1 будут всегда мысли одиночества, мысли развестись. Он любит одиночество. Вот у меня есть подруга, которая приходит, у нее сознание 1. Она бесконечна. Вот они живут уже много лет с мужем, и она бесконечна, у нее только одно. Я хочу развестись. Я ему говорю, я буду разводиться. Также занимается духовными практиками, он занимается сам по себе, он 8, отшельник. А она единица. И вот она давит. Она даже в общении со мной, 6, которая любит комфорт, она давит на меня. Она когда приходит в общение, и я вот это общение немножечко как бы, дозирую. Когда я в нормальном состоянии, в плюсе, я могу с ней общаться. Если я, допустим, чувствую себя как-то не очень комфортно, я переношу это наше общение, понимаете? Это очень такие люди, давящие на других людей. И человек может остаться один из-за подавления другого человека, понимаете? Деспотизм. Но вы к этому стремитесь. Вот единицы, они стремятся к этому, как я понимаю, на уровне своей, вот, допустим, подруги, да? Не знаю. Ну, и в то же время, она и говорит, вот они много лет прожили с мужем, она говорит, да лучше бы я одна, вот сейчас я буду лучше одна, чем я с ним. Не знаю, я, конечно, 6, я ее не понимаю. Вот, это для женщин. Для мужчин это неплохо с миссией 1, а для женщин это одиночество. Вот Стив Джобс умирал в одиночестве. Он все создал для того, чтобы, допустим, было процветание, там все, да, но он умирал в одиночестве. Рядом с ним даже детей не было. Вот Суворов, который был наш предводитель, он солдатов не жалел вообще. Вот. И он говорил, это вот человекомышление, единицы, у него такое мышление было. Он говорил, места свято не бывает, ничего, женщины еще нарожают этих вояков, понимаете? И этого никуда не денешься от этого. Они лидеры, единицы, они лидеры, они должны быть. Что нужно этим людям, чтобы победить, вот, чтобы быть в плюсе? Перестать покровительствовать, привязывать к себе людей. Лариса, слушай, не привязывать к себе людей. Второе, быть мягкими, не давить, не придавливать людей, а слышать их, слышать. В общении просто больше слушать и слышать. И третий момент. Да, нормально. Есть, но просто... Есть. И третий момент. Та сила, которая дана тебе для того, чтобы ты поднял другого человека, когда ты чувствуешь, что он, допустим, слабее тебя, да? Вот. И это человек с миссией 1, он это может сделать, он может помочь другому человеку, даже стать успешным, но это в любви, в понимании и в принимании другого человека, не давить. Вот и все. Это миссия 1. Не продавливать других людей. Да. Вот так. Есть, да. проскальзывает давление. Ну, я уже это мягкая, чтобы быть более... Это же минус. Да.
И мы же для чего учимся здесь? Для чего мы принимаем эту информацию? Дают нам, мы даем информацию для того, чтобы понять, какой я есть. И это планета Солнце. Я Тебя планета иногда Солнце. и думаю, почему я до сих пор не руководитель, ну, не руководитель, не руководящая должность. Да, бы, я бы была бы жестко. Потому что нужно понимать, принимать всех людей с любовью и помогать. Ты очень сильный трансформатор. У тебя очень сильно развито покровительство. Да, ты очень сильный руководитель. Убери минусы, и все. И будет все классно. Так, Аня, а дальше. можно еще в аспекте отношений с детьми? Однерочка, например, с однерочкой, с ребенком, с дочерью, как будут взаимодействовать? Однерочка с однерочкой. Ну, как мы понимаем, что у нас идет две сильные личности, два солнца. Поэтому старшие, которые мудрее, они понимают и принимают ребенка, который тоже солнце и сильная личность. Не воюют. А здесь может быть борьба. Вот я вот даже пытаюсь спокойно, по-хорошему, а с той стороны идет давление. А Вот не так. надо пытаться, послушай меня, не нужно пытаться, Лариса, нужно просто принять это. Это тоже личность. Это тоже личность. Понятно, это понятно. Я имею в виду, что я, например, спокойно вот даже скажу, а на меня сразу же там льется куча агрессии, куча напора такого. Я такая думаю, так, что произошло? Что за подавление? Ну, как бы есть такое. Да. Это А твое с дочкой... А деточки, твое зеркало. Да. Да. Через понимание. Да. Да. Они же, у них еще идет сознание, у тебя уже миссия действия, поэтому ты мудрее. Угу. Ну, она, да, сознание ее двоечка. Конечно. Какое у нее сознание? Двойка. Двоечка? Двоечка, это же идет у нас Луна, это психология, это должно быть только так, как я вижу и понимаю. И ты тоже личность, и поэтому смирись, прими. Не словами, а энергией. Ну, это ж ребенок, поэтому, да, тут проще. Ну, конечно, я ж поэтому тебе и говорю, когда ты будешь словами, а внутри будет бушевать, она же чувствует это все, поэтому надо просто принять телом, сознанием. Угу. Анечка, благодарю. Да. Так, следующее у нас идет Айсулу. Есть у нас троечка? Айсулу. Нет, она вышла. Она вышла? Хорошо. Катюшка, четверочка. Я тут. Так, а про двойку мы будем миссию обсуждать? Давай. Хочешь, давай, конечно. Да. Давай. Миссия двоечка у нас. Это поле разгребать. У меня кто? Who is who? Кто? Я говорю, надо же потом в своем поле разгребать. Ну, разгребай, дорогая моя. Миссия двоечка. Действие в плюсе будет направлено через понимание. Это привычка поставить себя на место другого человека, и чтобы его как бы понять. Это планета Луна, она так работает. В минусе депрессивность, постоянное сомнение, дуальность. Ясно. Да, однозначно. И миссия 2
подавляет других людей и остается один, называется это кульминация эго. Будет всегда впереди. Если двойка, вот у меня есть подруга двойка, есть мужчина двойка, если они бесконечно в сомнении, женщина более сильная, ну там еще зависит, ну да, сознание тоже, какое число, бесконечно они впадают в депрессию, бесконечно они сомневаются, и в итоге они остаются одни. Вот в семье, если женщина, допустим, с мужчиной, да, если он двойка, с ним очень сложно, потому что он бесконечно сомневается, его кидает, блин, то вправо, то влево, то туда-сюда. И вот такого постоянного, и в основном он находится в депрессии, или она. Если она не лидер, женщина, если она не лидер, не впереди, то пипец, все плохие, все херовые, и все, она общаться не будет ни с кем. То есть двоечка, она это такой человек, который выбирает, кто им угоден. Если вот хорошо, комфортно с этим человеком, он будет. Нет, он не будет. Вот. Почему именно? Вот и я же говорю вот про двоечку, да, это бесконечно. Вот у меня подруга, она бесконечно подавляет. Я уже начинаю с ней, допустим, говорить ей, а почему ты так говоришь? Это мое мнение, я хочу так, а почему ты мне говоришь, что как мне поступать? И она немножко начинает сдаваться, но это уже практика, понимаете, это уже возраст, который люди как бы немножечко, чтобы не остаться одному, они начинают как бы, ну, прислушиваться к другому человеку. Как-то нравится, не нравится, ну, как-то вот, ну, как-то вот в таких действиях быть. И потому что двоечка, она психолог, она все знает. Вот что бы ни сказал, я это знаю, я это знаю. Подавляет других людей, остается один всегда. И кульминация его эго будет всегда впереди всех. Вот если она не впереди, двойка, начинаешь ее учить, что-то говорить, она говорит, я все знаю. Точно, это дочка у меня двойка. Это вообще... Это люди всю жизнь закапываются в отношениях, потому что он так сказал, а я его поняла, а он меня не понял, и так далее, и так далее. Вы понимаете, это пипец просто. Это люди, которые не доверяют другим людям. Вот даже в мелочах. Вот это так работает Луна, вы понимаете? Человек с миссией 2 из-за своего недоверия будет постоянно разрушать свои отношения. У них всегда глубокий взгляд. В плюсе изменить свою судьбу. Что нужно сделать? Начать доверять людям, перестать говорить людям в глаза. Вот, кстати, у меня тоже подруга. Все, какой негатив она лично видит, она говорит прямо в глаза и говорит, я же честная, я такая честная, а что я должна скрывать? А мне это не нравится. И я буду говорить в глаза. Вот. А этого делать не нужно, потому что каждый человек особенный, и у каждого своя планета, и каждый рожден, придя на эту планету, проходить свой путь, плюсы и минусы, и учиться. Вот, поэтому... И еще вот такая вот есть тенденция. У двоечек, ну они же психологи, конечно, не манипулировать чувствами других людей.
Не перекладывать ответственность за жизнь на другого человека. Не надо кого-то считать, что он виноват в твоей жизни. Потому что у миссии 2 всегда все виноваты. Поэтому нужно просто перестать обвинять других людей, а нужно просто доверять. Доверять себе, доверять людям, доверять миру, Вселенной, любить всех и наслаждаться. Вот это задача миссии 2. Так, идем дальше. Айсулу, вы здесь? Мы за нее Миссия 3. Надо, девочки? надо. Если что, они же в записи посмотрят. Пускай смотрят записи, раз вышли. Что? Ну, хорошо, давайте. Давайте, миссия 3. Это человек, этому человеку нужен 100% жизненный результат. Самая эффективная миссия, самая эффективная. То есть действия будут направлены на холодную выгоду. Человек будет холодно вести расчет. Это единственная миссия, анализирует, прежде чем действует. Во всех остальных миссиях человек действует, не ведая, что творит. Вот вообще, он просто творит и все. А миссия 3 не ведает, что творит, но хотя бы включает анализ, что делать. Сухой, холодный человек. Если выгодно, он... Сейчас позвоню, если что, потому что завтра говорит, до ночи есть все время. Так ты с кем встречаешься? Ну, мы встречаемся ночью, позднее. А можно завтра звук? На работе приду в полдесятого. Микрофон выключите, кто разговаривает, да? Да, пожалуйста, будьте добры, выключите звук. И миссия 3, если выгодно, он будет общаться, говорить все. И говорить, да, это справедливо. Если ему не выгодно, он говорит, несправедливо. Это люди с миссией 3 азартные. И через азарт они будут терять много денег и возможностей. Изменить человека с миссией 3, то есть создать теплые коммуникации, делать бескорыстно все, вести анализ, обязательно вести анализ, насколько это выгодно. В действиях миссия мы хотим брать для себя, но не отдавать. А миссия 3, они очень любят учиться. Вот смотрите, они очень любят учиться. Но знания, которые они получают, они не отдают. Они не отдают. Они их просто копят. В основном, вот миссия 3. Потом эти люди, они очень любят анализировать. Прежде чем что-то делать, даже уже это что-то произошло, они могут 2 часа об одной какой-то маленькой ситуации рассказывать со своей точки зрения, как бы это должно было быть правильно. Анализ. Они включают анализ. Без анализа они не действуют вообще. Это вот миссия 3 так работает. Аня, вот посмотри, вот в этой таблице написано, в смысле, результат жизни 100%. Они придут к результату. Они придут к результату из-за своей вот этой, можно сказать, логики, интуиции, из-за своей
вот этой вот анализа, именно они придут к стопроцентному результату. Да. Но вот смотрите, если, я же говорила, если человеку невыгодно, он не будет там быть. А если выгодно, холодный расчет, он всегда добьется своего результата. Это миссия 3 так работает. И будет стопроцентный результат, да. У них есть знания, и нужно делиться этими знаниями с людьми. Они не делятся. Это единицы, которые делятся. А в основном они их берут. Вот это, знаете, как хапают. Вот такое вот некрасивое слово. Но очень много они учатся, но не отдают. Но вот если они будут делиться, вот тогда они придут к стопроцентному результату. Да. Так, что у нас? Миссия 4. Катюха. Катечка. Где она там у нас есть? Миссия 4. Человек в плюсе будет всегда передавать знания. Девочки, это очень важно. В плюсе. Человек объясняет человеку, что ему надо делать. Человек с миссией 4 будет всегда все отдавать. В 33 года включается сомнение, а надо ли так делать? Вот я, допустим, тоже миссия 4. Это действительно так. Кать, ты здесь? Ты слушаешь про себя? Миссия 4. Да, я Да? слушаю микрофон. Да. Да. До 33 лет четко знала, как продавать, но после 33 она стала отдавать. И это действительно так. Подтверди. Продаешь или отдаешь? Отдаешь без... Ну, я сейчас продаю. До 33 я тоже продавала, но сейчас я делюсь знаниями, которыми владею. Вот все, что я узнаю, я обо всем рассказываю. Да, потому что ты еще 9 к тому Да. же. Вот, поэтому так работает энергия миссии 4. В плюсе человек с миссией 4, отдающий, если начнет отдавать вот эти знания и перестанет, тогда у него, вот, девочки, знаете, в моей жизни я теряла два раза очень большие суммы денег. Потому что я знания тоже беру. Они не делюсь. А вот здесь, в этой науке написано, если ты не будешь делиться, ты будешь терять деньги. Я теперь тоже это себя понимаю. Значит, надо делиться знаниями, которые у меня есть. У меня этих знаний много. Короче, очень много этих знаний. Знаниями. Даже вот до 33 лет я всегда делилась знаниями. Все, что я знала, меня как бы свекровь моя называла, знаете, как BBC. Вот все, что говорит, у тебя спросили, все знаешь. Смотри, Кать, ну как это происходило? Я вот, допустим, себя помню, когда до 33, там после 33, да, когда у меня эти пришли знания, все это, я человека не спрашивала, тебе надо это или не надо. Я просто говорила, так надо делать. Понимаешь? И мне все говорили, слушай, да ты достала этими своими знаниями, да сколько можно? А я понимала, да, так должно быть. И вот сейчас я понимаю. Шалпан, выключи микрофон у Райсата. Ты можешь выключить? Почему? Нет, ну, как бы там звук идет, помехи. Вот сейчас, вот видите, звук чистый. А там бу-бу-бу, вот так вот шло. Как бы если человек не говорит, пусть выключает микрофон. Да. И все. Да. Когда что-то хотят сказать, пусть включают. Да.
Ну вот, значит, четверочки, именно миссии 4 рекомендуется, это в плюсе обязательно должно быть отдавать знания. Организовать какие-то курсы, вещать, отдавать знания. Вот, и тогда, чем меньше пространства, и тебя будет, тогда пространство меньше будет забирать вот деньги у тебя. То есть происходит баланс. Ты не отдаешь знания, ты их покупаешь, ты их берешь, ты ими не пользуешься, пространство забирает деньги. Баланс. Если ты будешь отдавать знания, значит, тогда пространство уже не будет забирать деньги. Вот она, как работает Вселенная. Для меня это, девочки, честно я вам скажу тоже, это что-то новое. Вот в мою голову это вкладывается, вы понимаете? Вот четверочки, что нельзя делать, чтобы себя не разрушать? Вот четверки, если честно говоря, как у меня подруга говорит, ну, господи, ну ты купила там спальню, ты купила там красивый какой-то халат, что-то. Ну, что тебе не нравится? Я всегда прихожу домой, потом говорю, фу, блин, мне это не нравится. Она говорит, ну, что тебе не нравится? Я говорю, я не знаю объяснить, я не знаю, мне хочется другое. Ну, вот это вот люди, мягко говоря, везде видят не какое-то несовершенство, я мягко говорю, это несовершенство. Вот, поэтому у них всегда неудовлетворенность и взгляд. Анна, это называется не ковырять изъяны. Кать, скажи так. Да. Да, это так. Не надо, Это не надо тоже ковырять так. изъяны. Да, но это ж невозможно. Но мы же творческие люди, понимаешь? Четверка – это творческие люди, которые создают комфорт, уют вокруг себя, так же, как и шестерочка. И когда ты видишь, что это что-то, вот, ну, допустим, халат, но там какая-то строчка не та, все, уже все не то. Да. Вот в чем вопрос. Но все должно быть идеально. Должно быть все идеально, конечно. Да. Да, они быстро очаровываются и быстро разочаровываются. То есть вот для меня очень важно всегда что-то новое, познавать что-то новое. Я тогда живу, я тогда вообще вот дышу, у меня тогда энергия такая классная, все. Но проходит какое-то небольшое время, и для меня нужно что-то другое уже, для того, чтобы я опять, вот так вот у меня было. Ну, это вот, ну, я раньше думала, ну, я что, вообще не такая, как все? Оказывается, девочки, я такая, как все. Так работают наши планеты, под которыми мы родились. Вот и все. Просто нужно это понимать, принимать и любить себя, какая я есть. И вам Ан, нужно планета, отдавать, девочки, нужно. планета Конечно. какая у четверки? Отдавать свои знания, делиться с другими. У четверок планета, сейчас тебе скажу, какая. Какая планета? Шалпан, какая планета? Марс у девятки по дню рождения. Не, Раху. Раху. Да. Поэтому миссия 4, она очень честная. Вот честно, должно быть все по-честному. Если один раз обманул, все, пипец. Недоверие идет не только к этому человеку, а вообще ко всему. Поэтому ни в коем случае нельзя обманывать нас. Вот. Но, честно говоря, у меня еще не то, что недоверие, я просто этих людей просто вот все, до свидания, и все. Второго шанса нет у них. Как у меня подруга говорит, ой, я там с кем-то что-то рассталась, но меня как бы немножко не нравится, как она себя ведет, и мне хочется как бы, ее не обидеть, и не хочу общаться. Я говорю, а я легко это делаю, я просто рву отношения, и все, и до свидания. Все.
И Если проблемы. мне человек не нравится, все, уходит из моей жизни. Я ж тоже, опять же, считала себя, как бы думаю, ну, много же информации всякой в интернете. Я думаю, ну, наверное, это неправильно я делаю. Нужно как-то... Но нет, это я такая и есть, это 4. Да. Ну, 4, запомни, Катюня, запомни, число 4, первые разрушители брака. А когда включается миссия, ты обладаешь 30% качеством того, что число сознания. То есть многие люди с миссией 4 разводятся. Не улыбайся. Знай это и прими это. я себя этим... Ой. Потому что человек с миссией 4 всегда найдет, что было нечестно. Да, и все отдала, и ничего не поимела. И еще, вот, допустим, при разводе. Знаю. Да. Так что, Катечка, не-не-не. Надо менять фокус внимания просто в другую сторону. Не отдала, а подарила. Однозначно, конечно, конечно. Надо Даже сохранять. лучше подарила. Подарила. Ну да. Но у тебя, видишь, еще миссия 9, конечно, это... Ой, то есть сознание 9. Сложное. Сложное. Ну, в принципе, когда ты знаешь все это, все эти планеты, все эти свои плюсы и минусы, то так получается очень легко жить. И просто Ну да. наслаждаться жизнью. Да. Да. Так, кто у нас там еще? Наталья. Наталья. Давайте 5 разберем. 5? Давайте. Не, я предлагаю, Анна, подряд вот все цифры, чтобы мы для себя как бы, мы же для себя черпаем эти знания. Если Да. даже у нас Давай. в экране. Давай, потом- хорошо. Миссия 5. Миссия 5 – это люди борьбы. Они могут хорошо договариваться, часто делают все наоборот. Постоянно что-то ломается у них. Если у вас в миссии 5, то живите в дисциплине. Обязательно нужно жить в дисциплине. Это люди, Алиса, это люди очень холодные. Почему? Потому что они живут умом. Они не живут сердцем, душой, как вот мы, все люди живем. Они особые люди, очень особые. Но они очень хорошие коммуникации могут создавать с другими людьми. Они в бизнесе с ними вообще классно работать. Вот. Они очень жесткие и живут именно головой, а не чувствами. По сути, они холодные люди, ну то, что я и говорила. Вот. В минусе такие люди будут постоянно бороться и создавать антисоциальные ситуации. То есть человек делает все наоборот. То есть нужно что-то сделать приятное, а он скажет: да идите вы, возьмет и сделает наоборот. В плюсе это очень высокие коммуникации, они в любой ситуации договорятся. Вот любую, почему я говорю, что нужно, если создаешь бизнес, нужно иметь человека 5. Он всегда, даже не осознавая то, что он сам может с человеком договориться, не объясняя никакую ситуацию, как это происходит, да, и человек согласится и может решать любые проблемы, любые ситуации. Вот, поэтому нужно всегда на все переговоры, на какие-то сделки нужно посылать 5. И он все решит и договорится в лучшем виде. Так странно. А если 5 сознаний? Но, минуточку, если у человека с миссией 5 заложено, у него всегда заложено вот это слово «нет». Если ему говорят: пойдем поужинаем, допустим, там в 7 часов, он говорит: нет.
давай пойдем в 9. Если ему говорят, пойдем на прогулку сегодня вечерочком, он говорит, нет, давай пойдем завтра. Ему говорят, давай там создадим какой-то проект. Он говорит, нет, сейчас не будем, давай попозже. Вот это слово «нет» у него впереди его. Это так работает планета у него. А людям нужно, вот с миссией 5, людям нужно изменить свою судьбу, чтобы изменить, да, и постоянно нужно говорить «да», «да», на любую ситуацию, хорошая, плохая, «да», потом разберешься, «да». На все нужно говорить «да». И все время жить в дисциплине. Не совсем соглашаться, конечно, но и не делать наоборот, как это вот планетой заложено у него. Давайте идем дальше, девочки. Миссия 6. Мгм. Миссия 6 – это человек творческий. Миссия 6 всегда ищет комфорт, поэтому ее нужно всегда, как бы миссии 6, нужно себя дисциплинировать. Активная миссия, которая всегда готова к действию. В минусе это человек мстительный, это действие, которое направлено на разрыв отношений. Человек будет разрывать отношения. Например, она говорит мужу, ну, если тебе не нравится, я могу уйти. Если тебе не нравится, все, до свидания. Ну, вот в таком плане всегда разрывают отношения. Ну, это да, это есть такое. Очень мстительные эти шестерочки. Мстительные, могут мстить они по-разному. Она всегда будет угрожать, допустим, там разводом, если что-то ей не понравится, не по ее, она будет говорить, все, давай разводиться, давай я буду уходить, или ты уходи, все. И миссия 6 всегда испытывает дискомфорт. Миссия 6, человеку, рожденному под миссией 6, нужно всегда понимать, что не рожден еще тот человек в мире, который даст много любви и комфорта, о котором мечтает человек. Просто его нет. Ну, так скажем, он остался на другой планете, вот, и не пришел в наш мир, на нашу Землю. Потому что планета Венера – планета любви. И всегда человек хочет любви, нежности, понимания. Но нет такого человека, чтобы именно понял планету Венеру. Нет ни одной планеты. Поэтому вот так. Они любят природу, они ходят, наслаждаются этой природой. И то, что их окружает, они считают, что это вообще это просто божественное, что это Бог создал, это уникальное. И они видят красоту, во всем красоту. И в них заложена вот именно вот эта божественная любовь. Любимчики Бога. Да, они любимчики Бога, но они страдают из-за того, что они не получают вот этот комфорт, наслаждение, любви и понимание даже второй половинки. А когда Не говоря выходит уже на о людях. 100%, смотри, 100% выход. Ну, на этой планете, я думаю, что это сложно. И вот что должен делать человек с миссией 6, чтобы изменить свою судьбу? Он должен много действовать всегда, когда некомфортно. Аня, вот И смотри, сегодня я слушала, делать. да, наоборот, Да. там вот Жанат говорил, что Да. шестерочки не должны перерабатывать, им нельзя много Не должны работать. перерабатываться, но
но не должны, потому что шестерочки должны просто находиться где-то там вот рядом с каким-то бизнесом, просто лежать на диванчике, наслаждаться. Просто лежать на диване достаточно. Да, ничего не делать, и все будет Много по работать этому нельзя, велению, девочки. вообще все Деньги будет происходить. Да, Лежите на диване и не мешайтесь, не напрягайтесь. да, нет, шестерки нет. Получать ностальгию, Я же говорила, А если это мужчина? Ну и что? то же самое. Не Ну, принесут. напрягайте, но, девочки, это девочки, не напрягайтесь, да? Но мужчина, он всегда должен делать, вставать и идти делать. Вот даже есть мужчины, которые ведут вот эту программу Сюцай, он шестерочка, он и говорит, что для меня, я имею дом, у меня все комфортно, у меня шикарная жена, пятерочка. Расчетливая Я такая. к ней уже применил, я уже знаю, как к ней подход, она ко мне знает, какой подход, все это. Но сам факт, что я встал, и я 4 часа летел с Израиля в Сочи для того, чтобы этому самолету 48 лет, потому что сейчас другие не летают, понимаете? То есть без комфорта. Для меня это, конечно, напряг. Но тем не менее, когда я прилетел в Сочи, и я там проводил лекции, все это в первый день в таком на азарте, все это я сделал, потом думаю, ой, пойду я на море покупаюсь, завтра лекцию проведу, потом на второй день, ой, пойду на море покупаюсь, потом. Это шестерка, вот так работает шестерка. Или нужно просто, вот знаете, жесткий вот такой вот какой-то регламент должен быть, вот как меня Шолпан поставила, сказала, Аня, делай, и все. Она мне говорила, Ань, ну, пожалуйста, сделай. Я, ой, Шолпан, не хочу, ничего не хочу. Теперь все ясно. А сейчас она Ну, сказала, марафончик, Аня, пожалуйста. готовь и делай. Блин, я всю неделю, ой, надо, Шолпан сказала, надо сделать. Ладно, сознание сделала. Потом думаю, миссия, ой, всю неделю не могу, у меня нет времени, 2 дня осталось, вчера и сегодня. Все, я подготовила доклад, все, потому что Шолпан меня обязала, мне нужно это сделать, потому что люди ждут. Понимаете? Аня, а надо кайфовать от этого просто, Так я кайфовать. кайфую. Я когда это все подготовила, я от этого кайфую. Именно. Вот Вот сейчас она кайфует, Шолпан, сейчас Я кайфует. кайфую Но от к этому же этого. надо было сделать. Надо Но было для дать этого надо, указания. чтобы Шолпан сказала вот так. Понимаешь? Да. Вот так. ЦУ. Вот так И всё. работает шестерка. Вот так вот. Ай-яй-яй. Как же сейчас этот момент важно. Да, очень важный, очень важный. Так, девочки, переходим. У меня мама 8, а папа 6. Я думаю, что вот мой папа, как говорится, вот именно так, как говорится, под настроение, под желание, вот как-то все это. Пока мама, так, нужно вот это вот сделать, это сделать, ты понял? Ну ладно, и то не всегда Да, сделает. конечно, да, Он конечно. 6. Да. А мама 8, у нее надо, и она готова работать 24/7. Так, девочки, идет у нас миссия 7. Это гениальные люди. Они могут делать сразу много дел. Но когда они находятся в минусе, их эго страдает и создает кризис в компании. Не только для себя, но и в компании создает, если они работают в компании. Они самоуверенные, у них эго направлено на быструю реализацию. И они в действиях показывают, что, чтобы их признали, и в этом плане самоутвердиться. Человек с миссией 7 рожден. Это кризис в этом мире и заключается в его действии, то есть, что человек сверхэгоизм. У человека сверхэгоизм. Человек с миссией 7 ведет себя как сознание 7.
сознание. Миссия и сознание одинаковое. Вот. И из- они считают, потому что они себя считают звездами. Я потом, Катюш, они сверхэгоисты. Самоуверенность в чем выражается? Необоснованные действия. Нет ничего, вот какого-то фундамента под тем, что они говорят, что они делают. И поэтому просто они говорят: я хочу. И не получается. У человека это не получается. То есть в минусе очень важно миссии 7 находиться в дисциплине ума. Если в плюсе, то 7 находится, у них происходит согласованные трансформации, то есть они трансформаторы. Они очень, если они в плюсе находятся, они очень-очень хорошо работают, они видят в человеке плюсы, они очень хорошие трансформаторы. Вот, и поэтому то есть они могут трансформировать людей. Вот, допустим, она говорит, что ой, что-то у тебя там, то-то не получается, то-то не получается, давай я тебе помогу, давай с тобой поработаем. И все. И вот это получается, это когда в плюсе у человека. Вот. Но если только в минусе, то начинает создавать кризис себе и окружающим. То есть человек с миссией 7 уходит в хаос. Это в непонимание и искать какие-то пристрастия, чтобы как бы, знаете, чтобы как бы успокоить душу. Это наркотики могут быть, может быть алкоголизм, может быть игромания. Это когда в минусе человек находится, миссия 7. Вот. И, естественно, здесь вот исключением является, если сознание, то есть нужно учитывать тоже сознание какое и миссия. Вот если сознание 4 и миссия 7, то это как соединение головы и хвоста дракона. То есть люди с сознанием 4, они не будут испытывать этот хаос, вот, и не будут создавать для других людей вот этот хаос. То есть более осознанные эти люди. Вот. Люди с миссией 7 после 33 лет начинают как бы притупляться, память начинает плохо работать. И поэтому, чтобы надо как бы это понять, с чем это связано. Это связано с тем, что у них энергия вся направлена в первой чакре, копчике. И для того, чтобы поднять эту энергию, поднять до головы, чтобы нормальная энергия работала по всему организму, по позвоночнику, по всем чакрам, то человеку нужно много ходить, много работать, ходить 10-20 километров в день. Для чего? Когда человек ходит, у него пустая голова. Он просто идет и все. То есть работает энергия, она поднимается сюда в голову. И у человека тогда нормально работает голова. Человек адекватный. Но если человек приходит домой после работы, уставший, и скажет: ой, не хочу никуда ходить, поел, лег и все. То есть, девочки, тогда у этих людей начинается, во-первых, с памятью проблемы, а во-вторых, Альцгеймера. Если человек не занимается физически ни йогой, ни ходьбой, это просто необходимо этому человеку это делать. Вот. Поэтому вот такая история. Либо каким-то спортом. Да, активным. обязательно. И тогда, когда человек или ходит, или йогой занимается, потому что там тоже практики дыхательные, обалденные практики. У меня сын
упражнения, и все, энергия поднимается в голову, и происходит прояснение, и человек, ну, то есть ясность ума, и тогда они начинают трансформировать других людей, находятся в адекватном решении, они знают, что они хотят. Вот у меня родственница, она не ходит по 20-10 километров, но у нее частный дом, она 7. Я иногда на нее так смотрю, она с утра выходит в огород, и она там работает и работает до обеда. Потом пришла, немножко отдохнула, под вечер тоже выходит. Там участочек-то, господи, вот такой маленький, но тем не менее. Она себя чувствует прекрасно. Но вот сейчас уже как бы немножко она говорит, у меня что-то с памятью начинает быть. Я говорю, Таня, начинаем гулять, гуляем. Если нет огорода, просто гуляем. Не лежим на диване, не смотрим телевизор. Она говорит, хорошо, поняла. Вот так работает 7, девочки. Так, миссия 8. Миссия 8 – это миссия упорного труда. Это перебью на минуту. Можно вот к 7? Если сознание, а миссия 7, как так? Все равно будет как 7 сознания? Практически одинаковое, да, практически. Это трансформаторы, да. Понятно. Все. Да. Миссия 8 – это миссия упорного труда. Они будут трудиться, если даже не видят никакого результата. В минусе они уходят в отшельники и тунеядство. В плюсе это упорный труд. Это люди, которые трудоголики. Они женаты на своей работе. Они отдыхают на своей работе, и они призывают всех к труду и сами постоянно трудятся. В основном девушки с миссией 8 не замужем. Что... Вот, допустим, если задать вопрос, почему развелась, она говорит, потому что много работала. Угу. И к чему это приводит? Когда человек много работает, как выглядит его судьба? Он очень упрямый, он завязан на жизненных результатах. И миссия 8 в основном завязана на деньгах. Они бесконечно говорят о деньгах. И результат материального мира. Эти люди, они разрушаются упрямством. В минусе они делают отречение от всего, также уходят в отшельничество, не жить в обществе, искать возможности, при которых не работать, а кто-то заработал для них деньги. Огромное недоверие обществу. Это основная проблема миссии 8. Да. Да, Анечка. Да. Один. Миссия 8 очень похожа на... Миссия 8 очень похожа на миссию 1. Да. Ну, да, отражение есть немножко. Они живут сами по себе. Человек идет на накопление. Допустим, вот миссия 8, антиквариат какой-то собирают, какие-то марки, какие-то слоники, которые раньше, вот помните, собирали вообще в квартирах, да, вот такое вот все они. Ну, то есть идет накопление какой-то фигни всякой. Вот, и недоверие к обществу, и контроль. Они должны всегда контролировать. И что нужно сделать 8? Жестко. Нужно доверять, больше духовных практик делать, чтобы понять, как устроено мироздание, что человека тоже Бог создал. Понимаете? То есть в действиях не относиться к людям как к инструментам, а быть холодным, выгодным, расчетливым. А миссии 8 нужно развивать любовь, доверие, понимать,
что за человек с ним, как с ним общаться человеку, понимаете? Есть у нас трансформация, это миссия 4. Вот смотрите, у нас есть трансформационные миссии, это 4, 7 и 8. Восьмерочка тоже является трансформационной. И миссия 8 через контроль будет все время трансформировать человека. Понимаете? Как через контроль Когда трансформировать? восьмерка будет контролировать человека, тогда будет всегда результат. Понятно? Мгм. Мгм. Ну, Но если что-то не устраивает восьмерочку, она контролирует другого человека, но контролирует с любовью, с признанием, мягко. Не то, что Нет. деспотично это делать. деспотично только. Не деспотично, через любовь, через понимание того, что каждого человека создал Господь Бог, и каждый человек рожден под определенной планетой. И у каждого своя миссия и задача в этой жизни. И есть минусы и плюсы. Вот только через это понимание. Ой, ой, ой. Да. Да. Вот. Сложно это, про эту правду принять, но так оно и есть. Ну, Только конечно. больше минуса. Да. Миссия 9. Самая благородная миссия. Она причиняет людям добро с удовольствием, хочет послужить обществу. Человек с миссией 9 проведет жизнь в помощи другим людям без смысла. Человек миссия 9 – это помогатор. Очень хорошие госслужащие. Не надо думать, что делать. Они просто работают, исполняют миссию, и все. Вот. А с миссией 9 они не чувствуют, что помогают. Это их образ жизни. Но очень ждут благодарности. И если люди их не благодарят, они сделали вот что-то для людей, приятное такое, полезное, как они это считают, даже их не просили. Вот. И они ждут благодарности. Если человек не благодарит, не дает какой-то подарок взамен, то для них это разрушение, они разрушаются. Для них это очень плохо, они начинают тогда заниматься самоедством. Вот. В плюсе, то есть это служение обществу, а в минусе они потом начинают быть, ну, такие яростные, самоедство у них, и такое, знаете, депрессивное состояние. Вот. А для девяточек нужно что? Вот сделал дело приятное человеку, даже если человек не просил, и просто взять этот ключ и выбросить в воду, и забыть за это. Ну, то есть, как бы сделал дело, и забудь за это. И все, иди дальше. И тогда все будет прекрасно. И тогда начнется реализация. А то, что человек всегда готов кинуться в помощь, кого-то подтолкнуть к успеху, это так работает вот их энергии, да, и человек с миссией 9 нужно помогать, надо помогать тем, где он не является костылем, то есть помогать тем, где нужна помощь для реализации души этого человека. Хорошо, когда есть в семье миссия 9. Это удобно. И самое главное, не забыть поблагодарить этого человека. И тогда будет мир и покой вообще в душе. И у каждого человека и в семье то же самое. Вот. И
Ну, как правило, вот он когда помогает другим людям, а благодарности нет, и он начинает, ну, как бы понимать и произносить это все, что мир несправедлив. Вот. А человеку с миссией 9 надо осознать, что ты делаешь для себя, а не для других. То есть, когда человек идет и делает какое-то дело другому человеку, он это делает не из-за того, что он такой добрый и хороший, а все равно он делает это из корысти для себя. Для себя. То ли благодарность получить, то ли возвыситься над этим человеком. Ну, как-то вот в таких позициях. Вот. И поэтому он всегда ожидает. Но если, допустим, человек сделал что-то для другого человека, и пока он что-то ожидает, и ум его находится в бездействии, и эго страдает, энергия стоит, она никуда не двигается, и это остановка всех возможностей. То есть человек ожидает благодарности за свои действия. Вот здесь вот это вот минус этого вот девяточки, миссии 9. И если у кого-то запросы относительно денег, отношений и так далее, пока в голове ожидание, зацикленность вот именно на благодарности, не ждите, что что-то в жизни произойдет. Сначала надо освободить сознание, идти по реализации души, и тогда все будет и богатство, и коммуникации, и все блага, которые вообще вот есть на этой земле. И человеку с миссией 9 контролировать свои действия и эмоции, не идти на поводу своего эго, потому что у людей с миссией 9 очень много идей. Они хотят через эти идеи взять деньги. У людей с миссией 9 заложено в голове также тунеядство, и ничего не делая, получить деньги через различные идеи. Идей у них очень много в голове. Или идти и найти руками, ничего не делая. Да, конечно. Они такие все паиньки, но на самом деле они для себя все делают. Ногами. Да. Вроде бы это люди, направленные на служение, но это на словах. А эго хочет взять это. У них так заложено и в сознании. Им нужно уходить в труд и делать. Тогда будет реализация. То есть трудиться и трудиться. А не ожидать благодарности. Вот так. На этом я закончила свой доклад по миссии, по каждому числу.